Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Всем большой творческий привет! У меня сегодня внеплановое видео. Я должна была рассказать, как улучшить круглую кокетку, точнее ее посадку. Но натолкнулась на вот такую прекрасную схему и решила, к лету понадобится обязательно. И у меня желание, я вот связала одну, у меня желание еще связать, потому что прям очень сильно понравилась. Она хорошо расширяется. Схему нашла в интернете, в Яндексе забила схемы для круглой кокетки, и обычно по узору видно, что там, где там ромбик, где там листик, обычно все видно. Посмотрела я, только позже узнала, немножко смешно было, что это схема, там несколько схем, что это схема вообще-то к шали. Но подошла идеально сюда, там их несколько штук, и я выбрала две, немножко откорректировала. Тут сверху повторялись вот эти вот элементы, поэтому я несколько рядов отрезала сверху и подогнала, в общем, так, чтобы это было похоже все-таки на круглую кокетку. Давайте я вас познакомлю со схемой и, в принципе, расскажу о пряже, из которой вязала. На размер у меня обхват груди 90-94, в зависимости от бюстгальтера и времени года. Я то худею, то полнее, в общем-то, как-то так. Поэтому всегда вяжу на размер. Ну, в данном случае это 42-50 даже смело, потому что у меня мама 52, она на ней не совсем даже впритык. Но все-таки мне вот больше нравится, когда хорошая свобода облегания, то есть нормально свобода облегания заложена. Поэтому как бы я считаю все-таки до 50-го. Мама говорит, ой, какая хорошенькая, мне такая яркая тоже понравится. Но у меня пряжа Alize Diva Ombre Batik, это 100% микрофибра, поэтому для мамы, конечно, хочется что-то натуральное. А у меня лежал этот клубочек, и почему-то прям вот на него и пал глаз. Так, сейчас сразу объясню, смотрите. Значит, я набирала на дополнительную нить, отвязала кокетку, я ее закрываю. Те, кто не знают, зачем закрывать кокетку, можете познакомиться. Есть 4 причины закрыть ее. Ссылочка будет в верхнем углу и в первом комментарии. Потом уже, да, я оставляла маленький кусочек в начале клубочка для горловины. И мне хватило этого только на ложную кетлевку. Я закончила кокетку, закрыла ее, обрезала нить. И тут же вот этот цвет пустила продолжать горловину. Экономила ниточку, поэтому внутреннюю часть я вязала уже просто белой дивой от отдельного клубочка. Просто у меня остатки лежат, поэтому я просто вот так вот обработала. У меня поэтому такая горловина получилась. Я хотела распустить и переделать просто на кипельно-белую вот такую. Все домашние сказали, оставь так, очень хорошо, даже как будто так задумано. Ну, по спинке у меня не видно, да, когда надето на мне. И низ здесь, это пряжа Ombre Diva Ombre Batik, поэтому она градиентом идет. Цвет у меня розовый, и поэтому как бы она здесь нежно-розовый вот этот вписался как бы. Я уже смирилась. В общем, пусть останется так. Итак, на горловину я набирала. Кстати, если бы я на горловину набрала спицами номер 3, 120 петель, трешкой я вязала ажур вот этот, то я бы не влезла в эту горловину. Точнее, она была бы уже. А я все-таки люблю, когда она немножечко дальше от горловины отходит. От горла, да? От шеи, в смысле. Вот. Вот эта двойная горловина, которая недавно у нас была на канале, я показывала, как ее делать. Смотрите, как аккуратно с изнаночной стороны смотрится. Не стыдно вязать такие вещи на продажу с такой горловиной. Вот на горловину я попробовала, думаю, из летней пряжи надо попробовать. И, кстати, она, смотрите, вот такая вот пружинистая, поэтому она получилась. Я бы не влезла в 120 петель, еще раз повторюсь, если бы я сделала бы обычную такую вот резинку, допустим, из скрещенных. Я бы просто, точнее, влезла, но она была бы, повторюсь, узкая, близко к шее. Если кому-то это нравится, то пожалуйста. Поэтому определилась с раппортами как. В раппорте у нас в начале 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Я пересчитала, чтобы не ошибиться. Поэтому я набирала 10 раппортов, 120 петель. В принципе, на спицах 3,5 на 4 это мое любимое число. Да? Вы уже, наверное, многие, кто давно на канале, знают, что 120 это у меня круглая кокетка. Очень часто с этого числа начинается. Поэтому это мои цифры, та горловина, которая меня устраивает. Поэтому я не вязала никаких образцов, а прям принялась за схему. Итак, схема номер 1.
потому что там вообще эта шаль состояла из 4 схем, даже, по-моему, 6 схем. Но я скомпоновала те, которые вот вписались. Потому что ее можно и дальше продолжать, дальше просто некуда. Я и так здесь вначале укоротила, потому что там было много рядов, которые не расширяются. А нам все-таки в первых рядах нужно расширение для того, чтобы легло на плечи. Итак, смотрите, значит, схему вам брошу в сообщество одну и вторую сейчас покажу. Вот здесь я помечаю количество петель, когда меняется в раппорте. Вот здесь я помечаю стрелочками, когда идет смещение на одну петлю. Кто не знает, что такое смещение, в ролике все увидите, я все озвучиваю. А незнакомые значочки какие могут быть? Плюсик – это лицевая петля, где пустая клеточка, там нет петли. Что такое нет петли? Сейчас ее нет, но потом она будет. И чтобы схему нарисовать, то получается пустые клеточки. То есть кокетка растет, и потом заполняются эти пустые клетки, да? Но пока их нет, этих петель, они пустые. Поэтому мы то, что видим, то по порядку и вяжем. Не обращаем внимания на пустые клетки. Смещение ряда идет то влево, то вправо, и я все озвучиваю, в каких чего рядах. Первую часть мы вяжем до 3/4 ряда. Второй, 4, 6 ряды, они вяжутся по узору. Далее, кружочек – это накид. Палочка вправо – это 2 вместе наклона вправо, палочка влево – 2 вместе наклона влево. Вот такая петелька, крючочек – это скрещенная лицевая петля. Можете ее не вязать, если вам не нравится или другие причины. Можете просто заменить ее на плюсик. Далее, какой еще значок может быть неизвестный, не всем известным? Вот такая галочка, то есть зонтик, да, такой из 3 палочек. Это 3 вместе с центральной петлей посередине. Еще для меня был новый значок, это значит двоечка вот такая. Двоечка – это из одной петли вывязать 2 петли. И еще один значок неизвестный для меня был 2 и 3. Из 2 петель вывязываем 3 петли. То есть вот здесь все я вам расписала, то, что может быть незнакомым. Слева я помечаю, как у нас меняется количество петель, потому что я не озвучивала в ролике. Наверху у вас будет стоять схема, подписан каждый ряд, поэтому бежите прям по схеме. Смещение рядов идет в некоторых рядах. Поэтому тоже, если какой-то ряд, если вы привыкли вязать по схеме, вам так удобнее, да, я брошу в сообщество. Но многие не знают до сих пор, что такое сообщество, и начинают искать схему, схемы там теряются. Поэтому я решила вот сюда в крайний угол добавить схемы. Те ряды, которые вяжем, смотрим на экран и вяжем по схеме. Просмотрела несколько раз, а ошибок вроде нет никаких. И смещаемся, значит, когда мы смещаемся, я об этом говорю и показываю, поэтому четко все провяжет любой тот, кто захочет. Когда мы отвязали одну часть кокетки по первой схеме, у нас в раппорте будет 20 петель. Давайте я разверну ее. У меня 10 раппортов по 12 петель. Потом в конце превращается каждый раппорт в 20 петель. Вот так вот. Вот он раппорт, и он растет, 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 и вот в этом месте становится 20 петель. Далее мы делим раппорт на 2 части по 10 петель, потому что мы будем вывязывать вот эти вот листочки, и они одинаковые. И чтобы 2 раза не дублировать, в одном раппорте 2 листочка, просто 20 делим пополам, я все вам покажу. И дальше вывязываем вот эти листочки, они уже по 10 петель начинаются с 10 петель. То есть мы обнулились, отвязав 34 ряда по первой схеме. И далее поставили маркер, или каждый маркер по кругу, да, если кому надо, каждый раппорт в смысле. Отметили по 10 петель и начали вязать уже по другой схеме. Тоже есть смещение ряда, я об этом буду говорить. И в конце, так как у меня 10 раппортов, уже получается не 10, а 20 раппортов, умножаем на 16 петель будет в конце, в каждом раппорте, у меня получается 320 петель по окончании. И я ее закрываю. Для чего закрываю, еще раз говорю, ссылочка будет в верхнем углу и в первом комментарии. По окончании будет, значит, 16 и 16. То есть один раппорт, 32 петли закончится. Понятно, да, я думаю? И во второй части мы с вами будем вместе набирать по изнаночной стороне петли. Я делаю некие прибавки, чтобы тело было широким. Рукава. Все вот это будет уже во второй части. Ну, кокетка шикарная, согласитесь. Ее хочется снова и снова, как говорится. Я обязательно свяжу, прям обязательно свяжу себе что-нибудь
Кстати, ниточка сюда подходит тоненькая. Именно тоненькая ниточка, потому что она довольно-таки длинная. Для меня длинная. Кто-то, может быть, кто-то привык вязать, чтобы закончил кокетку, разделили на регланные линии, да, и вяжут. Но я не люблю высокую пройму, поэтому это одна из причин, почему я ее закрываю. И здесь добираю равномерно еще петельки, чтобы тело получить пошире. Как бы смотрите сами, но я в другой раз еще даже тоньше хочу попробовать ниточку и связать еще одну кокетку. Итак, по схеме все пояснила, схемы будут в сообществе, а на канале Дзен они будут в следующем посте. То есть сначала будет ролик, а потом уже пост с этими, значит, со схемами, кому нужно. Ссылка на Дзен будет также внизу. Да, а следующее видео у нас уже я расскажу, как замечательно посадить кокетку на себя. Это очень важно. Пожалуйста, дождитесь этого ролика, потому что вот реально нужная, полезная штука. Я нигде такого не видела. Фишка моя конкретно, потому что я над этой темой долго думала. Еще вам потом позже покажу одну вещь, в которой я то же самое делала, и она у меня получилась. Потом один секретик еще раскрою. Да, не сказала за пряжу. Если у кого-то в шаговой доступности нет такой пряжи, да, то можно... Я оставлю ссылку на интернет-магазин Yarn21. Мне нравятся там цены, самые адекватные. Там есть и амбре батик Дива, и Белла батик, то есть из хлопка. Такие же моточки градиентом из хлопка. Можете вязать, в принципе, из любой пряжи. Итак, всем желаю легких петелек. И самое главное, девочки, будьте здоровы! Так, спица номер 3. Контрастная нить Alize Diva, та, которая не ворсится. Любая ниточка, которая не ворсится. Примерно той же толщины. Делаю первоначальную петлю. Закрепляю нить на крючке. Крючок в данном случае у меня 2,25, не имеет значения, можно и крупнее взять. Спицу кладем на ниточку, подхватываем нить, протаскиваем сквозь петлю на крючке. Огибаем сзади ниточку. И таким образом я набираю 120 петель. Обвожу нить сзади, подхватываю, протаскиваю. Обвожу ниточку сзади, подхватили, провязали. (119, 120). Теперь делаем несколько воздушных петель. Отрезаем вспомогательную ниточку и вытаскиваем крючок, ниточка завязана. Теперь я намеренно пересниму несколько петель на правую спицу, для того, чтобы у меня начало кругового ряда вспомогательной нити и основной нити не совпадали. Ну, допустим, 20 петель. Не важно, не принципиально важно. Итак, прикладываем ниточку основного цвета и начинаю 2 ряда вязать просто лицевыми петлями. Итак, я 2 ряда провязала лицевыми петлями и отмечаем по 12 петель раппорт. Кому нужно, отметьте каждый раппорт. У меня 10 раппортов. Итак, вяжем первый ряд и смотрим на схему на экране. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Для этого 2 петли переставляю левыми стеночками к себе. И за задней стеночки обе петли провязываем. Подтягиваем при этом. Лицевая петля. 2 вместе с наклоном вправо. 2 петли слева направо. Подхватили, провязали. Подтянули. Далее накид. Скрещенная лицевая петля. То есть провязывается за заднюю стенку. Провязали. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю петли и за задние стенки провязываем. 1 лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. Провязали, подтянули. Накид и скрещенная лицевая петля. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. Да, я оставила хвостик обрабатывать горловину. Этого будет мало, я точно знаю. Я закончу кокетку, закрою ее,
отрежу нить и потом продолжу обрабатывать горловину. Заканчиваю первый круговой ряд, в конце скрещенная петля, второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее, все четные ряды вяжем по узору, то есть все петли лицевые. Третий ряд, 1 лицевая, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. Для этого мы 2 первых переснимаем слева направо на правую спицу, не провязывая. Третью петлю провязываем, 2 первых перекидываем через провязанную петлю. Таким образом у нас центральная петелька посередине. И делаем накид. 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид. Снова 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых снимаю. Третью провязываю. 2 первых перекидываю. Подтянули при этом. Накид и 2 лицевые. 1, 2. Раппорт закончен. Далее мы его повторяем. Пятый ряд узора. 2 вместе с наклоном вправо. Слева направо обе петли подхватили, провязали. Накид. Скрещенная лицевая петля. Накид. 2 лицевые. 1, 2. Теперь из следующей надо вывязать из одной петельки 2. Провязываю за переднюю стенку, не снимая с левой спицы, и за заднюю стеночку провязываю. И теперь скидываю с левой спицы. Получается, из одной петли вывязали 2. Далее 2 лицевые. 1, 2. Накид. Скрещенная лицевая петля. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Перевернула стеночки и за задние провязываю. И в конце раппорта 1 лицевая. Раппорт повторяем. 7 ряд узора, смещаемся на 1 петлю. Для этого снимаю счетчик рядов, провязываю 1 петельку и возвращаю счетчик рядов, либо же если у вас стоит маркер. И отмечаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 петель в раппорте. Это у нас в следующем ряду, в предыдущем ряду было. И на 1 петлю влево смещаемся. Если у вас стоит маркеры, отмечающие каждый раппорт, то каждый раппорт передвигаем влево на 1 петлю. Итак, и начинаем вязать. 7 ряд. Накид 2 вместе с наклоном вправо. Провязали, подтянули. Накид 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе с наклоном вправо. Слева направо. Обе петли подхватили. Провязали, подтянули. Накид 2 вместе с наклоном влево. Развернули петли. И за задние стеночки. Подтянули. 2 лицевые. 1, 2. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Развернули, провязали. Накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. Вот для чего мы смещались. 2 первых снимаю слева направо на правую спицу. Третью провязываю. 2 первых перекидываю. Перекидываем маркер и повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватили, провязали, подтянули при этом. Накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо, подхватили, провязали. Накид, и вот эту вот над дырочкой петля мы ее провязываем за заднюю стенку скрещенной лицевой петлей. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю петли 2 левыми стенками к себе и за задние провязываем. Подтягиваем при этом. 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, развернули петли за задние стеночки, подтянули. И в конце раппорта лицевая петля. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. У нас снова смещение
кругового ряда на одну петлю влево, все туда же. Снимаю счетчик рядов, провязываю одну лицевую петлю, перекидываю счетчик. И далее маркер тоже перевешиваем на одну петлю влево, да, то есть в раппорте должно быть 14 петель, но когда мы его провяжем, будет уже 16 петель. Итак, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И очень интересный момент сейчас будет. Внимание, накид. И вот эти 3 петли нужно провязать из 3 2 петли. И сделать это нужно с центральной петлей посередине. Для этого 2 первых снимаем слева направо, на правую спицу, не провязывая. Держим на правой спице. 3 петлю переставляем левой стеночкой к себе и кидаем на левую спицу. 2 первых также, как есть, всю конструкцию возвращаем на левую спицу. Не забудьте, что у вас накид перед этим элементом будет, не потерять его. И теперь вот эти 3 петли мы провязываем следующим образом. Сначала первых 2 за заднюю стенку провязали, вытянули петлю, не снимая с правой спицы и с левой спицы, не скидывая, заходим правой спицей теперь за задней стеночки 3 петель и вытаскиваем еще одну петлю. Теперь сбрасываем все с левой спицы. Получается, что у нас есть 2 петли, 3 у нас провязаны в одну, точнее в 2, да, и центральная петелька находится посередине, если присмотреться. И повторяем до конца кругового ряда. У нас идет смещение петли вправо, то есть снимаем счетчик рядов, возвращаем одну петлю на левую спицу и вешаем счетчик рядов. Теперь с маркером поступаем точно так же. Маркер передвигаем на одну петлю вправо. В раппорте у нас в предыдущем ряду было 17 петель. Проверяем: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2 вместе с наклоном влево. Для этого 2 первых петли переворачиваем левыми стеночками к себе и обе петли за задней стеночки провязываем. Подтягиваем при этом. Накид и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе с наклоном влево, левыми стеночками к себе и за задней провязываем. Подтягиваем. По центру лицевая 1 петля. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Подтянули. Накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе с наклоном вправо. И накид. Перекидываем маркер и повторяем. Не забудьте в конце ряда сделать накид, не потерять его. Накид 2 вместе с наклоном влево. Провязали, подтянули. Накид 2 вместе с наклоном влево. Провязали и подтянули. 2 лицевые. 1, 2. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Лицевая петля. 2 вместе с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе с наклоном вправо. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, и из последней петли раппорта мы должны вывязать из одной петли 2 за правую стенку и не скидывая с левой спицы за заднюю стеночку. Из одной петли сделали 2 и повторяем раппорт до конца кругового ряда. Снова надо сместиться на одну петлю вправо. Снимаю счетчик рядов,
Возвращаю провязанную петлю с правой спицы на левую и вешаем счетчик рядов, либо маркер, то, что у вас указывает на начало кругового ряда. Также маркер, который указывает на конец раппорта, я перевешиваю на одну петлю вправо. Если у вас стоит помечен каждый раппорт, то каждый маркер перевешиваете вправо на одну петлю. Итак, поехали. 25 ряд. 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю левыми стеночками к себе 2 петли и провязываю за задние стенки. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Теперь 2 лицевые. Раз, два. Накид. И вот эти 3 петли нужно провязать центральной петлей посередине, но из 3 вывязать 2, да, мы уже ранее делали это. Накид не потеряйте, до и после будет накид. Мы уже делали такой элемент. 2 первых петли снимаем слева направо, на правую спицу, не провязывая. 3-ю петлю переснимаем и ставим, возвращаем на левую спицу левой стенкой к себе. 2 петли также всю конструкцию возвращаем на левую спицу. И теперь накид смотрим за накидом, чтобы он не потерялся. Теперь первых 2 провязываем за заднюю стеночку. Не скидывая со спицы с левой, провязываем теперь 3 петли. И теперь можем скинуть 3 петли с левой спицы, при этом подтягиваем. И вот у нас получилось 2 петли из 3, при этом центральная из 3 стоит посередине. Далее зеркально накид, 2 лицевые, раз, два, 2 вместе с наклоном вправо, провязали, подтянули, накид, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, 2 вместе с наклоном вправо и накид. Мы провязали один раппорт, далее повторяем до конца кругового ряда. В конце ряда не потеряйте, пожалуйста, накид. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 петли разворачиваю левыми стеночками к себе, за задней провязываем. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе с наклоном влево. То есть от начала кругового ряда раз, два, 3 накида и 3 раза мы провязали по 2 вместе с наклоном влево, начиная с накида. Накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе. Далее 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо, 2 петли подхватываем, провязываем, подтягиваем при этом. Накид, 2 вместе с наклоном влево, разворачиваю левыми стеночками к себе, за задней провязываем. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, провязали, подтянули. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид. И последний в раппорте скрещенная лицевая петля провязана за заднюю стеночку. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, подтянули, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном влево. То есть 1 лицевая, далее 1, 2, 3 накида и 3 раза по 2 вместе с наклоном влево. Теперь нам надо провязать следующих 3 петли. Центральную я провязываю за заднюю стеночку, то есть скрещенной лицевой петлей. Можете просто провязывать 3 лицевые. Просто так дырочка будет аккуратнее. 1 лицевая, 2 я провязываю за заднюю стеночку и 3 лицевые. Далее 2 вместе с наклоном вправо, накид,
2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 2 лицевые в конце раппорта. Раппорт закончен. 2 лицевые, раз, два. Далее будем 3 раза повторять накид и 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 раз. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 раза. Накид и 2 вместе с наклоном влево, 3 раза. Лицевая по центру. И теперь зеркально. Также 3 раза будем повторять 2 вместе с наклоном вправо и накид. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 1 раз. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 раза. 2 вместе с наклоном вправо, накид, это 3 раза. И в конце раппорта 3 лицевые. Раз, два, три. Далее раппорт продолжаем до конца кругового ряда. 3 лицевые. Раз, два, три. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе с наклоном влево. И у нас 3 петельки по центру. Делаем накид. И вот эти 3 центральных петли провязываем вместе в одну петлю с центральной петлей посередине. Накид не теряем. 2 первых снимаем. 3 провязываем. 2 первых перекидываем. И зеркально. Накид, 2 вместе с наклоном вправо. Накид, 2 вместе с наклоном вправо. Накид и 4 лицевых. Раз, два, три, 4. И повторяем до конца кругового ряда. Так, 3 лицевые. Раз, два, три. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. 2 петли переворачиваю левыми стеночками к себе, за задней провязываю. Накид, 2 вместе с наклоном влево. По центру лицевая, зеркально теперь вяжем. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, 3 лицевые, раз, два, три, накид, 2 вместе с наклоном влево, провязали, подтянули, накид и 3 петли вместе с центральной петлей посередине. 2 первых снимаем слева направо на правую спицу, 3 провязываем и 2 первых перекидываем, подтягиваем при этом. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, раз, два, три, накид, 2 вместе с наклоном влево. И в конце раппорта раз, два, 2 лицевые. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 31 ряд. 2 вместе с наклоном вправо, слева направо, подтянули, накид, 2 лицевые, раз, два. Далее из одной петли вывязываем 2 за переднюю стенку и, не снимая с левой спицы, за заднюю стенку. Вывязали. 2 лицевые, раз, два. Накид, 2 вместе с наклоном влево. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, раз, два. Снова надо вывязать из одной петли 2 за переднюю стенку и за заднюю стенку. Далее 2 лицевые, раз, два, накид,
2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 33 ряд. Смещаемся на 1 петлю влево. Снимаю счетчик рядов, провязываю 1 петлю и, соответственно, маркер, который указывает на раппорт, мы также передвигаем влево на 1 петлю. 3 петли ромбик закрывается. Сейчас мы его будем закрывать. Вот здесь заканчивается раппорт. Итак, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо, подхватили, провязали. Накид, 2 вместе с наклоном влево, развернула, провязала. 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 вместе с центральной петлей посередине. Для этого 2 первых снимаем, 3 провязываем, 2 первых перекидываем, подтягиваем при этом. Накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, 2 вместе с наклоном влево, провязали, подтянули, 2 лицевые, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых снимаю, 3 провязываю, 2 первых перекидываю и повторяем раппорт до конца кругового ряда. Когда мы отвязали 3-4 ряда по первой схеме, у нас в раппорте 20 петель. Теперь мы делим раппорт пополам, то есть от начала кругового ряда отсчитываем 10 петель и ставим маркер, то есть делим ровно пополам. 2, 4, 6, 8, 10. Там, где было провязано 3 вместе, вот здесь будет последняя петля. Итак, счетчик рядов ставлю на первый ряд и вяжем по другой схеме. 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, 2 петли слева направо подхватили, провязали, подтянули при этом. Накид, скрещенная лицевая петля за заднюю стеночку, накид, 2 вместе с наклоном влево, перевернули стеночками левыми к себе, за задней провязали, подтянули. И 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. Все четные ряды мы вяжем по рисунку, то есть все петли лицевые. Теперь третий ряд узора. Лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватили, провязали, подтянули при этом. Накид, 1 лицевая, и теперь из средней петли надо, из центральной петли вывязать 2. За переднюю стеночку вывязываем, не снимая с левой спицы, за заднюю снимаем, провязываем. И теперь снимаем 2 петли. Далее лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, разворачиваю 2 петли левыми стенками, за задние провязываю, подтягиваю и 2 лицевые, 1, 2. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. Пятый ряд узора, и в раппорте будет 10 петель. Итак, 2 вместе с наклоном вправо, провязали, подтянули, накид, лицевая, далее 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 петли разворачиваю левыми стеночками к себе, за задние стеночки провязываем, подтягиваем при этом. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая. Повторяем до конца кругового ряда. 7 ряд узора, и мы смещаемся влево на 1 петлю. Для этого маркер счетчик рядов сняла, 1 петлю провязываю, ставлю счетчик рядов и маркер, который мне отмечает 1 раппорт, также перевешиваю на 1 петлю влево. И начинаем вязать 7 ряд. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид,
скрещенная лицевая петля за заднюю стеночку, провязываем ее, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых снимаем на правую спицу, не провязывая, 3 провязываем, 2 первых перекидываем. Повторяем раппорт до конца кругового ряда. 9 ряд, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо, провязали, подтянули, лицевая 1, далее накид, скрещенная лицевая петля, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево и 3 лицевых, 1, 2, 3. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 11 ряд узора, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватываем и провязываем, подтягиваем при этом, 2 лицевые, 1, 2, и у нас центральная петелька из скрещенных, справа и слева от нее будем делать накиды. Накид, скрещенная лицевая петля за заднюю стеночку, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево, провязали, подтянули и 2 лицевые, 1, 2. Раппорт 11 ряд закончен. Далее он повторяется до конца кругового ряда. 13 ряд, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо обе петли подхватили, провязали. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3. Мы по центру находимся раппорта, накид, скрещенная лицевая петля за заднюю стеночку, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном влево, подтянули и 1 лицевая. Повторяем до конца кругового ряда. 15 ряд, снова смещаемся влево на 1 петлю, провязываю 1 петлю и ставлю счетчик рядов, и соответственно маркер, который указывает на раппорт, я также переснимаю и перевешиваю влево на 1 петельку. Также остается 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель в раппорте. Итак, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, скрещенная лицевая петля, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид и 3 вместе 1 лицевой с центральной петлей посередине. 2 первых снимаю, 3 провязываю и 2 первых перекидываю. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. 17 ряд узора, начинаем листик вот этот закрывать. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 петли переворачиваю левыми стеночками к себе, за задние стеночки провязываем. Далее по центру 7 лицевых. 4-ю я буду провязывать, который по центру листик скрещенный. Не обязательно это делать, просто я так буду делать. Итак, 7 лицевых. 1, 2, 3, а 4-я скрещенная. 5, 6, 7, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 2 лицевые, 1, 2. Раппорт повторяем до конца кругового ряда. 19 ряд, смещаемся влево на 1 петлю, 1 петлю провязываем, возвращаем маркер или счетчик рядов и раппорт также влево на 1 петлю перемещаем. Итак, вяжем накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 петли разворачиваю левыми стеночками к себе, за задней провязываю,
Далее 5 лицевых, из них третью по центру я буду делать скрещенную. Раз, два, три за заднюю стенку, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо подтянули, накид, лицевая, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых сняли, третью провязываем, 2 первых перекидываем. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. 21 ряд, накид, 3 лицевые, раз, два, три, накид, 2 вместе с наклоном влево, подтянули, 3 лицевые, раз, два, три, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, 3 лицевые, раз, два, три, накид и 1 лицевая. Раппорт 21 ряд закончен, далее он повторяется. 23 ряд, лицевая, накид, 3 вместе с центральной петлей посередине, 2 первых снимаю, третью провязываю, 2 первых перекидываю, подтягиваем при этом, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево за задней стеночки, 1 лицевая по центру, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, лицевая, накид, 3 вместе с центральной петлей посередине, подтянули, накид и 2 лицевые, раз, два. Раппорт 23 ряд закончен, далее он повторяется. Последний 25 ряд, смещаемся влево на 1 петлю. Для этого счетчик рядов снимаю, 1 петлю провязываю, возвращаю счетчик рядов и маркер я перевешиваю также влево на 1 петлю. Накид, 5 лицевых, раз, два, три, 4, 5, накид, 3 вместе с центральной петлей посередине, 2 первых снимаю слева направо, третью провязываю, 2 первых перекидываю, накид, 5 лицевых, раз, два, три, 4, 5, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине, 2 первых снимаю, третью провязываю и перекидываю 2 первых, подтягиваем при этом. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. 26 и 27 ряды я провязала просто лицевыми петлями, и сейчас буду закрывать кокетку. Зачем я это делаю? Ссылочка будет под видео и в подсказках наверху в правом верхнем углу. Итак, для этого я беру спицы. Если я вязала ажурную кокетку спицами номер 3, то беру четверочку и начинаю закрывать. Провязываю 2 петли и первую перекидываю через вторую. Стараемся не затягивать край. Это очень важно. Провязали и перекинули. И так до конца кругового ряда.